Я всех приветствую. Сегодня начало июня. Учусь ходить с 15-дюймовой катушкой. Хочу перевести ее в категорию основной катушки на ровных площадях, нет больших зарослей, кустов. Сегодня кое-что есть. Так, по мелочи, что-то есть. Так что смотрите, пока я буду разбирать свою катушку. Звук достаточно глубокий и интересный. Достаточно глубоко. Буду копать. Здесь чисто. Здесь есть. Буду смотреть. О, что-то есть. Где-то рядом. Блин. Где-то рядом неизвестно. О, здесь что-то есть. О! Вот она. Это у нас... Это у нас 10 фенингов. О, смотрим дальше, что будет интересное. О, еще что-то. Вон железяка рядом с монетой. Угу. Сейчас я вытащу и покажу ее. Вот что-то какое-то большое. Сейчас посмотрю, что это может быть. Сейчас вытащу и покажу. Ржавая железяка времен войны. Ну что, мусор ее. В отстой. Вот лежала снизу монеты. Вот еще рядом. Очень глубокий сигнал. О, 20-ка. Надо копать. Очень глубоко. Я даже не знаю, что это. Кусок железа. Глубина, наверное, метров 60. Тут железо, там железо. Ну, практически на одной и той же глубине идет. О, земляника уже поспела вовсю. Земляничка. На поляне земляничка, а у нас новый сигнал. Ну, 38-40. Надо смотреть. Опять железяка. Вот она. Что-то я напал на поле железяк. Вот еще одна. Сейчас вытащу, посмотрю, что за очередная порция железа. Опять какая-то железяка времен войны. Даже не знаю сказать, от чего она. Ну,
Значит, что, посмотрим. Может, что рядом еще есть. В общем, надо посмотреть, что здесь. На поверхности что-то лежит. Сейчас посмотрю, что здесь. Чего только с земли не увидишь. Это дюраль. От самолета. Какого, не знаю. Осколок. Звонил как 48. Ржавый кусок железа. Очень хороший сигнал. 10-12. По идее должна быть монета. Сейчас посмотрю, что здесь. Вот тебе и весь фокус. Это куски цинка. Блин, звонила как цинковая монета с примесью какого-нибудь металла. Там медь, цинк. Немецкие в основном такие были. Блин, цинк. Пластинки цинка. Глубина очень хорошая. Что, ищем дальше. Вон катушка. Маленький кусочек цинка. Очень маленький. Вон сколько глубины увидела. Дочищал все до конца. Хорошо видит. Иду дальше. Звонила как 38. Звук был хороший, чистый. Какое-то кольцо медное. Скорее всего, от амуниции. Звук хороший. Сейчас еще посмотрю в округе. Если еще будет, покажу, что будет в сборе. О, уже 2 кольца. Эти кольца, скорее всего, от палатки. Они вот брезент вшивались. Здесь вот видно шов. Надевалась и продевалась нитка какая-нибудь. Здесь я смотрю много сигналов. Сейчас я подниму весь этот слой. Если здесь стояла палатка, надо здесь что-то посмотреть. Звуки есть. Сейчас посмотрю, что здесь может быть. И звук, в принципе, хороший. Только 4 крепления. Для палатки или плащ-накидки, не знаю для чего. Но только 4. Иду дальше. Итак, это условно клад. Комары чуть разлетались. Так, по ней я проверял монокатушку 1875. Xterra. Сейчас посмотрю на 15-дюймовой катушке. Как она будет видеть этот условный клад. Чувствительность 30. Видит превосходно. Снижаем сразу до 25. Видит. Снижаем до 23. Видит. Снижаем 21. Тяжеловато, но видит. Снижаем до 20. Ну, практически до 21. Он условный клад, он видит на глубине, на чувствительности 21 единица.
15 дюймов. Итак, подведу итог. Что сегодня найдено? 10 пфенингов 41 года. Из мелочи. Осколок, скорее всего, от ручной гранаты. 5 копеек. Не все видео попало, конечно. Так. Далее. Что еще из интересных вещей? Что-то у меня не валяются. Так. Кусок от самолета Дюраль. Дюралюминий. Дальше. Вот кольца. Вот таких вот 4 кольца от палатки. Обошел все вокруг. Больше ничего там не нашел. Что меня порадовало. Маленький кусочек цинка. Ну так, с хорошей глубины ДД-катушка взяла. Гильза ржавая. Этого добра здесь много. Вот опять же кольца. Ну и осколок. Вообще, в принципе, ничего такого существенного. Ну, искать надо. Кто ищет, тот всегда найдет. Всем спасибо.